Поиск следов древних высокоразвитых цивилизаций, ДВЦ, наконец-таки привел меня в туманный Альбион. Старушка Англия накопила много скелетов в шкафу. Ну что же, откроем заветный шкафик и сыграем бить на костях. Привет, друзья! С вами загадочного подземного Ливерпуля Елена Топсида. А что же мы знаем об этом городе? Ливерпуль. Город на западе Великобритании, столица графства Мерсисайд. Это один из самых главных британских портов, известный своей культурой, музыкой, футболом и многочисленными пабами. Ливерпуль – это большой динамичный город, который является местом рождения легендарной группы Битлз и имеет восхитительную рок-н-ролльную атмосферу. Однако есть в истории Ливерпуля белые пятна – это обширные тоннели, о существовании которых широкая общественность узнала лишь в начале 21 века. Подземных коммуникаций, построенных в 19 веке, в Ливерпуле хватает. Но тоннели Уильямсона являются до сих пор мрачной загадкой портового города. Так кто же он, этот эксцентричный строитель викторианской эпохи, покровитель тоннелей, торговец табаком Джозеф Уильямсон? Он был необычайно скрытным в отношении назначения этих тоннелей. Даже сегодня никто точно не знает, для чего они использовались. Также никто не знает наверняка, даже сколько существует тоннелей, разбросанных под всей поверхностью района Эдж-Хилл, Маунтайн-Олив или Эдж-Хилл, холм, где росли оливы. Этот топоним явно показывает на очень теплый климат Англии совсем недавно. Об этом смотрите фильм на моем канале «Ядреная зима близко». Джозеф Уильямсон родился в Уоррингтоне в 1769 году. Через 11 лет, будучи подростком, он покинул свой дом и уехал в Ливерпуль на заработки. Все эти обстоятельства говорят о том, что он был из бедной семьи. Одним из растущих видов деятельности портового города был импорт табака, поэтому вскоре молодой Уильямсон начал работать в табачной фирме Ричарда Тейта. Каким-то загадочным образом карьерная лестница Джозефа складывалась весьма удачно. Он стал компаньоном некоего Джозефа Ли, а также работал в магазине Тейта. Должно быть, он преуспел, потому что семья благословила Джозефа жениться на Элизабет Тейт, сестре Томаса Тейта, возглавлявшего на тот период компанию. Всего год спустя Уильямсон купил табачный бизнес у Томаса Тейта и включил его в свою торговую компанию, после чего продолжал управлять компанией в течение многих лет. Базовое накопление капитала состоялось. Примерно в 1805 году Джозеф Уильямсон приобретает дом на Эдж-Хилл на Мейсон-стрит. В то время улица только начала заселяться, хотя планировка будущих домов была уже определена. Чем же была примечательна эта местность? А тем, что там какое-то время назад был карьер по добыче блоков из песчаника. Вот как примерно выглядел заброшенный карьер. Видимые стены высотой более 30 метров уходили куда-то вглубь. Люди на их фоне казались жалкими карликами. Табачный делмастер приступил к строительству новых домов. Они возводились с подвалами, а также с участком сада позади каждого дома. Впрочем, такому плану мешали глубокие каменоломни. Чтобы разместить сады, Уильямсон приказал своим людям построить кирпичные арки, которые опирались на стены старых каменоломен. Таким образом были разбиты сады и огороды, и, что наиболее важно, были установлены первые, видимые снаружи, части тоннелей. Для осуществления своего плана Уильямсон нанял многочисленный персонал. К 1816 году многие здоровые мужчины Ливерпуля вернулись с наполеоновских войн и нуждались в постоянной работе. Далеко не все смогли устроиться в доках, поэтому работа каменщика оказалась весьма кстати. Вскоре рабочие перекрыли все видимые каменоломни, но на этом работа не прекратилась. Уильямсон приказал им копать глубже и дальше. Со стороны казалось, что рабочие выполняют бессмысленную работу. Говорили, что Уильямсон благотворитель, а его люди работают просто так, чтобы быть занятыми. Возможно, именно благодаря этому он получил прозвище «Король Эдж-Хилла». Уильямсон уже вышел на пенсию и продал табачную фирму. Все свои средства и возможности он стал вкладывать в строительство тоннелей, какова бы ни была на то причина.
Его каменщики работали кирками, лопатами и тачками, в то время как плотники использовали топоры и пилы, чтобы соорудить опорные кружала для каменщиков, на которых те могли выкладывать арки. Под землей мужчины работали при свечах. Король Оливкового холма часто заставлял своих работников выполнять явно бессмысленные обязанности. Говорят, что он заставлял человека перемещать груду камней с одного места на другое, а затем заставлял их перемещать обратно. В тех частях тоннелей, которые доступны сегодня, есть свидетельство того, что тоннели строились и снова замуровывались рядом с прекрасными кирпичными арками, которые никуда не ведут. Интересное дело получается, что местные власти ничего не знали, что делает король Эджхила. Ведь к нему на холм должна была подниматься длинная вереница из телег, доверху груженных кирпичом, пиломатериалами. И все это бесплатно, только ради благотворительности. И как этот табачный клерк показывал, что нужно делать каменщику? Он что, знал, как выполнять проходку? Похоже, за Джозефом Уильямсоном кто-то стоял. Не мог он сам, не будучи специалистом, организовать и провернуть весь объем работ. В 1822 году жена Уильямсона Элизабет умерла в возрасте 56 лет. После этого Уильямсон искал утешения в своем лабиринте и практически не выходил на свет Божий. Общественность гадала, для чего же нужны ему были эти тоннели. Кто-то говорил, что он там прятал контрабандный товар, или тоннели были предназначены как убежище во время апокалипсиса. Однако знающие люди утверждали, что Уильямсон был набожным христианином и членом англиканской церкви и в ожидаемый конец света не верил. Уильямсон умер в возрасте 70 лет 1 мая 1840 года. Тоннелестроение немедленно прекратилось и больше никогда не продолжалось. Он оставил свои основные активы – землю, деньги нескольким близким знакомым. Его смерти, так же как и в жизни, был очень странный и загадочный момент. Его могила и могилы семейства Тейтов вскоре исчезли, но об этом я расскажу попозже. А что же произошло с тоннелями после смерти Уильямсона? А они фактически исчезли, так же как могила их создателя. В буквальном смысле они были погребены за какие-то десятилетия. Считается, что они были заполнены чем попало, от бытового мусора до человеческих отходов, то есть их использовали в качестве подземной свалки. Но так ли это было на самом деле? Неужели такие обширные пространства были просто закиданы бытовым мусором? Такое впечатление, что во второй половине XIX века произошла утеря информации о них, и тоннели перешли в разряд городских легенд. Многие жители даже не знали, что находится у них под ногами. Но такая ситуация коснулась не только тоннелей Уильямсона. Точно в это же время, в 1840-х годах, исчезает двухпутный тоннель в США, в Бруклине под Атлантик-авеню. Загадочным образом, в 1980 году его находит простой студент Боб Даймонд. Об этом смотрите мой фильм «Откопали самый старый тоннель метро Нью-Йорка». Прошло больше 100 лет, и вот нашлись несколько энтузиастов, которые решили поискать загадочные тоннели Уильямсона. Первые раскопки начались у дома Паддингтона в 1999 году, а в 2001 году начали раскапывать тоннели под бывшим домом самого Уильямсона. Энтузиасты создали общественную организацию под названием «Друзья тоннелей Уильямсона». Согласовали в различных инстанциях все работы и под руководством местного археолога начали раскапывать тоннели. Они работают уже больше 20 лет. Вот на схеме можно посмотреть масштаб проделанной работы. Желтым цветом обозначены тоннели, которые они раскопали. Синим разведанные тоннели – задел на будущее. 2 раза в неделю, по средам и субботам, группа проходчиков начинает работу. Они пользуются только киркой, лопатой. Грунт насыпают в обычные ведра из-под краски и поднимают наверх. Там весь грунт тщательно проверяется. Найденные предметы оцениваются и складируются. За годы работы накопилась обширная коллекция предметов викторианской эпохи и более позднего времени. Ссылка на сайт этого общества будет под видео. У этой группы накопилось большое количество фотографий раскопок тоннелей. Начало работ в тоннелях Паддингтона. Когда в 1999 году волонтеры впервые спустились в тоннели,
они обнаружили два уровня. На первом уровне еще можно было стоять в полный рост, но когда они спустились на второй уровень, то там можно было передвигаться только согнувшись. Все кругом было засыпано и бытовым мусором, и угольным шлаком от пекарни, располагавшейся в 19 веке рядом с домом. Тоннель состоял из 4 камер и 3 уровней. Самая нижняя обширная камера имела высоту около 5 метров и находилась на глубине 12 метров от поверхности. Постепенно, убрав шлак с верхних уровней, волонтеры стали разрабатывать грунт, похожий на слежавшуюся глину. У самого пола камеры были найдены сгнившие доски. Была обнаружена дренажная система, уходящая вглубь скалы. Интересно, как ее разрабатывали? Киркой? В 1926 году сюда, на верхний уровень, в последний раз спускались исследователи Чеширской исторической группы. Говорят, у них имелся план, на котором был указан еще один длинный тоннель, однако тогда его они не нашли. Исследователи 21 века надеются найти его и раскопать. Центральная часть прямоугольника тоннелей располагается под самим домом Уильямсона, бывшего дома номер 44 по Мейсон-стрит. Фасад дома является одним из очень немногих сохранившихся сооружений Уильямсона над землей и является главным ориентиром. Здесь располагаются самые известные тоннели Уильямсона. К одному краю участка дома примыкает банкетный зал, арочная входная камера, винные погреба, проход-прорезь, котельная, небольшая передняя камера и различные другие примечательные особенности. Некоторые из них наслаиваются друг на друга в плане, у других есть проходы, которые явно заблокированы, и трудно понять, продолжаются ли они далее. Конечно, заманчиво предположить, что существовали тоннели, соединяющие все эти области с соседними камерами и другими тоннелями. В 2001 году начали откапывать кухню, которая оказалась полностью погребена под грязевыми наносами и битым кирпичом. Откопали камин, печи для приготовления пищи, а с кухни открылся проход вниз в тоннеле через роскошную арку, выполненную из очень крупных блоков пиленого песчаника. Друзья тоннелей обязательно поясняют, что у верхних блоков слегка изогнутая поверхность для создания идеальной арочной формы. Проход вглубь проходит через настоящую прорезь, где едва мог пройти один человек. Как только блоки оттуда доставали. Банкетный зал получил свое название из-за того, что Уильямсон устраивал в том месте вечеринки для своих друзей. Проход сюда шел через винный погреб. Существует одна легенда по этому поводу. Однажды Уильямсон пригласил несколько друзей и состоятельных знакомых к себе домой на ужин. Он усадил их за ветхий стол и поставил перед ними обед бедняка из бекона и бобов. Большинство обиделись и ушли. Остальным он сказал: «Теперь я знаю, кто мои настоящие друзья. Следуйте за мной». Он провел их в банкетный зал и устроил пиршество, подобающее королю. К северу от участка дома, где был магазин «Магнит», находился колоссальный большой тоннель. Прямо под участком этого магазина. Историк Джеймс Таунхаус нарисовал большой тоннель, когда посетил его в 1845 году, через несколько лет после смерти Уильямсона. Этот набросок довольно несложная акварель местного художника и текстовое описание Стоунхауса. Все, что исследователи знали о Большом тоннеле, пока не обнаружили поразительную раннюю фотографию, сделанную во время геодезических работ на железной дороге в конце 1800-х годов. На нем изображен портал Большого тоннеля Уильямсона, совершенно нетронутый спустя десятилетия после смерти. От него слева находился замурованный тоннель. Далее двое мужчин сидят на огромном каменном выступе, а за ним уходит большой тоннель. Справа от них находится верх другого тоннеля. Это, скорее всего, была вершина трехэтажного тоннеля, который пересекал все поместье Уильямсона. Подробную схему этого тоннеля также сделал Стоунхаус. В начале 2000-х годов группа «Друзья тоннелей Уильямсона» организовала попытку найти большой тоннель. Долгие разведочные сверления в позже построенной стене в задней части участка магнита результатов не дали. Однако друзья нашли вход, который был виден справа на монохромной фотографии. Потребовалось немного времени, чтобы найти ту самую нетронутую арку,
примерно в 1,5 метрах под поверхностью. Внутри тоннель был, как обычно, полон щебней и камней, которые были оставлены до лучших времен. Спустя 2 года эта часть территории за магазином была расчищена землевладельцем, и друзья решили проверить это место. С помощью бурения они быстро обнаружили большую камеру, ведущую к месту расположения большого тоннеля. Это соответствовало карте тоннеля Стоунхауса 1845 года, на которой была показана эта большая камера прямо перед гораздо большим тоннелем. К сожалению, дальний конец камеры обрушился, поэтому дальнейшие исследования были отложены. На схеме виден легендарный 3-этажный тоннель, заполненный грунтом, щебнем во всех 3 уровнях. Весь этот район разделен пополам с востока на запад железной дорогой, которая соединяет главную линию со станцией Лайм-стрит в Ливерпуле. Очень трудно попасть в правильную точку обзора, но внимательный глаз может точно увидеть, где разрез проходил прямо по всей высоте 3-этажного тоннеля Уильямсона, который был исследован из скрытой части южного тоннеля, но в настоящее время он непригоден для общественного доступа. Есть признаки других тоннелей, ответвляющихся от 3-этажного тоннеля, что согласуется с описаниями различных проходов в этом районе. Историк Джеймс Стоунхаус утверждал в 1845 году, что видел 2 подземных дома, вырезанных из расщелины в скале недалеко от этого угла. Должно быть, это было эффектное зрелище. С юго-западного угла дома Джозефа Уильямсона на пересечении Смиттаун-Лейн и Гринфилд-стрит когда-то был длинный ряд арок и других необычных сооружений. Все они были частью владений того же Уильямсона. Это место называлось конюшней. Сегодня в этом месте все еще находятся и доступны для обзора 2 подземные структуры – знаменитый двойной тоннель и его сосед – южный тоннель или угловой тоннель, отремонтированный и открытый для публики в 2002 году. Еще недавно двойной тоннель был заброшен и выглядел печально. Сейчас он доступен на всю длину более 100 метров. Тоннель до конца не раскопан и хорошо видно его наполнение. Это глина вперемешку с битым кирпичом. И вот теперь мы подошли к моменту исчезновения могилы Уильямсона. Он был похоронен вместе с останками своей жены и ее семьи в семейном склепе Тейтов на кладбище церкви Святого Томаса. Однако через некоторое время по каким-то причинам церковь пришла в запустение и в начале 20 века была снесена, а могилы Уильямсона и семейства Тейтов были утеряны. С годами участок изменился, и здесь разместили огороженную автостоянку. О существовании могил было забыто, потом этот факт стал предметом сомнений. В 2005 году, когда на этом месте строился торговый центр, группа друзей тоннелей активно лоббировала проведение официальных археологических раскопок, чтобы попытаться найти давно потерянную могилу Уильямсона и Тейтов. Наконец, после долгих раскопок, когда отведенное время почти истекло, они нашли все могилы. Они были выставлены для обзора всего на пару часов, что позволило археологам записать детали и сделать фотографии. Затем могилы снова были закрыты. Пару лет спустя на этом участке был разбит сад с мемориальной доской об Уильямсоне. В этом событии я увидела 2 странных момента. Первый. Могильная плита Уильямсона оказалась расколотой на 2 части, а боковые грани отбитыми, хотя могильные плиты Тейтов были целыми. Похоже, его могила была ранее вскрыта. Второй вывод и самый главный. Могилы оказались погребенными под слоем грунта в 1,5 метра. Также были погребены все тоннели Уильямсона, и доступ к большинству из них прекратился. Как сказано было выше, в 1845 году тоннели обследовал Джеймс Стоунхаус, который видел большинство тоннелей без грунта во времена Уильямсона и посетил их всего через 5 лет после его смерти. Именно он зарисовал погребенный 3-этажный тоннель во всех уровнях. А ведь доступа туда для сбора мусора обывателям не было. Есть еще один факт быстрого образования грунта. Группа «Друзья под домом Уильямсона» откопали стопки целых тарелок, кружек и сервизов, множество одинаковых целых бутылочек, курительных трубок. Все это явно не было мусором, а хранилось в подвале, как на складе, и было погребено одномоментно.
Следовательно, основная засыпка тоннелей как раз и произошла в этом промежутке времени. Опять мы сталкиваемся с загадочными 1840-ми годами, когда в этом промежутке времени происходят странные явления, о которых приказано было забыть. Многие территории подверглись удару от прохождения нашей планеты через хвост кометы Биелы. При этом в верхних слоях атмосферы оказалось гигантское количество мелкодисперсной пыли. Возможно, это был пылевой хвост кометы, который попал в поле тяготения планеты, возможно, что-то еще. Пыль осаждалась на каплях воды и вместе с ней выпадала в виде грязевых дождей, в результате чего в городах оказались засыпанными красно-коричневой глиной как минимум первые этажи. Все то же самое произошло и в Ливерпуле. Однако древние каменоломни несут следы и от предыдущего прохождения кометы примерно в начале 17 века. Это слои глины в нижних уровнях каменоломен. Например, при раскопке тоннеля Паддингтона в его нижней части виден слой глины и битых блоков, а не угольного шлака. На стенах бывших каменоломней видны наклонные параллельные борозды. Это не следы кирки или долота. При их использовании следы были бы разнонаправленными и хаотичными. Здесь же прослеживается система, как при работе механизма. Подобных следов достаточно много по всему миру. Например, это каменоломни в Инкермане, в Севастополе, в Петре, Иордании, пещеры Лангью, Китай, Лотосовые горы, Китай, гора Накагири, Япония, замок Кёнигштайн, Германия, карьер Бедимус во Франции, карьеры Неаполя, Пазилипа. Об этом я рассказывал на моем канале, ссылка будет под видео. Все же главный вопрос остается открытым. Зачем король Эджхилла строил такие сложные тоннели, да еще и в благотворительных целях? Напишите свое соображение в комментариях. Джозеф Уильямсон оставил свой след в истории, пусть след и подземный. Его арки все еще такие же прочные, как в тот день, когда их построили. Он, должно быть, знал, что делает. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам доброго, с вами была Елена Топсида.